Мы начинаем приготовление ванильного бисквита, и для этого нам понадобятся яйца и желтки, кукурузный крахмал, просеянная пшеничная мука, сахар, соль и ванильная пудра. Ванильную пудру можно заменить ванильной эссенцией или ванильным экстрактом. Итак, для начала нам необходимо перемешать крахмал, пудру и муку и в отдельной чаше взбить сахар, яйца, желтки с щепоткой соли. Перемешиваем сухие ингредиенты. И сейчас взбиваем яйца, желтки, сахар и щепотку соли. Взбиваем до пышных светлых пиков. После того, как мы взбили до светлой воздушной массы, мы очень быстро несколько частей вмешиваем сухие ингредиенты. Долго не мешаем, вымешиваем и тут же останавливаемся, иначе у нас осядет наше тесто. Мы берем фольгу, берем кольцо неразъемное и оборачиваем фольгой наше кольцо. Мы вылили тесто в кольцо и сейчас убираем в заранее разогретую духовку. Сейчас мы с вами сделаем вишневое желе. Для этого нам понадобится вишневое пюре, вишня размороженная. Мы взяли замороженную обычную вишню, сделали из нее и пюре, и взяли сами вишенки. Также нам понадобится листовой желатин и сахар. Листовой желатин у нас фирмы Эвольд. Мы его замачиваем в холодной ледяной воде. Сейчас нам необходимо нагреть в сотейнике пюре с сахаром и довести до 90 градусов. Чтобы сделать пюре, мы взяли, разморозили замороженную вишню, пробили ее блендером и процедили через сито, чтобы у нас не было никаких кусочков. Добавляем сюда сахар и доводим до 90 градусов на огне. Мы довели до 90 градусов. И сейчас мы сюда в пюре отжимаем желатин и распускаем. Сейчас нам необходимо взвесить и разделить на две части наше пюре с желатином и сахаром. Сейчас нам необходимо разлить наше пюре, наши колечки. Мы используем неразъемные. Мы берем воду, чтобы смазать наши кольца, чтобы к ним хорошо приклеилась пищевая пленка. Мы смазываем водой и натягиваем на колечки пищевую пленку. Натягиваем, чтобы у нас не было нигде никаких заломов. Сильно не тяните, можете растянуть пищевую пленку. Таким образом мы делаем оба колечка и выливаем сюда пюре. Теперь мы выливаем сюда пюре с сахаром. И выкладываем сюда ягоды вишни. Сейчас мы убираем нашу начинку в морозильную камеру. Сейчас мы с вами сделаем вишневую пропитку. Нам нужна вода, вишневое пюре и сахарная пудра. Мы нагреваем в сотейнике до кипения, но не кипятим, и переливаем в пульверизатор. Мы довели до кипения. Перелить лучше в чашу с носиком, чтобы было удобнее наливать в пульверизатор. И переливаем нашу пропитку. Сейчас мы с вами приготовим йогуртовый мусс. Нам понадобятся сливки холодные, 33-35% жирности, листовой желатин, его обязательно замочить в холодной ледяной воде на 5-10 минут. Йогурт мы берем, йогурт без какой-либо добавки, это может быть греческий йогурт или обычный натуральный йогурт. Лучше брать жирность не меньше 3%. И сахарная пудра. Сейчас нам необходимо нагреть йогурт сахарной пудры. Будьте осторожны, нагревайте по чуть-чуть. Нагреваем до 35-40 градусов, не выше, иначе у нас делится сыворотка в йогурте. Поэтому начинаем нагревать. Мы начинаем взбивать сливки, они должны быть холодные. Взбиваем их по нарастающей скорости до полувзбитого состояния.
Мы взбили сливки до полувзбитого состояния. Оно должно быть между жидкими и мягкими пиками. Мы достаем желатин, когда он становится желеобразным. И сейчас мы должны в микроволновой печи аккуратно импульсами растопить до 60-70 градусов. Будьте осторожны, ставьте на 10 секунд, на 5 секунд, чтобы у вас желатин не перегрелся. Если он перегреется, он пойдет большими пузырями. Сейчас мы с вами будем нарезать бисквит. Что у нас происходит с бисквитом, когда мы его выпекаем? Мы поставили в духовку. После того, как он приготовился в духовке, мы вынимаем противень с бисквитом, ставим на стол. Когда он становится еле теплым, мы аккуратно вырезаем ножом вдоль формы. После этого мы форму оборачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник. Именно в таком виде мы сейчас достаем наш бисквит и будем его нарезать. Сейчас мы начинаем нарезать бисквит. Мы берем кондитерскую струну. У нас оба конца должны стоять на столе. И мы аккуратно начинаем нарезать наш бисквит. Когда он холодный, он легко режется, не крошится. И получается у нас очень ровный и красивый. Мы нагрели отдельно желатин, растопили его. Отдельно мы нагрели сахарную пудру с йогуртом. И сейчас нам нужно часть йогурта добавить в желатин, перемешать. Это мы делаем, чтобы у нас не было шока температур, потому что если мы в холодное добавим желатин, если у нас будет соприкосновение горячего с холодным, желатин тут же желируется и пойдет комочками. И после этого, после того, как перемешали, мы добавляем его в йогурт и перемешиваем. И теперь мы добавляем наши полувзбитые сливки. Если вы сильно перезабьете сливки, то они будут неоднородные, а идти кусочками здесь. Поэтому нам нужно будет тогда венчиком работать. А здесь мы аккуратно вымешиваем лопаткой. Мы вымешали наш мусс. Как вы видите, он становится плотным за счет того, что у нас быстро желируется йогурт и желе. И сливки наши, которые мы мягкие, они у нас были сначала, жидкие, они стали плотнее. Если же вы их перезабьете, то у вас здесь будет слишком плотная масса. Сейчас нам необходимо это взвесить, разделить на 2, и мы приступаем к сборке, потому что такой мусс нельзя долго держать, он быстро очень начинает застывать. Мы приступаем к сборке. Нам необходимо обернуть фольгой наше колечко. Внутри у нас ацетатная пленка. Мы приступаем к сборке. Мы выкладываем бисквит и пропитываем его пропиткой. Мы берем начинку, прогреваем ее руками и вынимаем из колечка. Выкладываем по центру и вливаем наш крем. Аккуратно распределяем его от центра. Следующее мы берем бисквит, аккуратно выкладываем его. Кладем вторую начинку. Кладем ее по центру и вливаем крем. Разравниваем, разравниваем. И кладем верхний корж. Мы покрываем пищевой пленкой наш торт и убираем его в холодильник, желательно на ночь. Сейчас мы с вами сделаем ганаш для покрытия. Нам понадобится белый шоколад, мы используем фирму какао-барри Зефир, листовой желатин, у нас фирмы Эвальд, его необходимо замочить в холодной ледяной воде. Сливки для взбивания 33-35% и инвертированный сахар. Сейчас нам нужно довести до кипения, но не кипятить, сливки с инвертированным сахаром.
Мы довели до кипения, снимаем с огня, отжимаем желатин и добавляем его в сливки. После того, как мы перемешали желатин, мы выливаем горячие сливки на шоколад. Ждем 1 минуту и пробиваем блендером. Пробиваем блендером. Добавляем сливки и перемешиваем до однородности. Мы покрываем пленкой в контакт наш ганаш и убираем в холодильник. Сейчас мы с вами сделаем бордюр для нашего торта. Мы взяли ацетатную пленку. Нужно смочить стол, чтобы она к ней прилипла. Мы берем темперированный шоколад и выливаем его на ацетатную пленку. Проходим шпателем. И ждем, когда наш шоколад замотовеет. Как только шоколад начал мотоветь, мы его аккуратно вынимаем. И теперь, когда он стал уже почти матовым, вот здесь, видите, он уже матовый, но вот здесь еще нет. Сейчас немного подождем и будем прорезать линию. Мы берем скальпель и делаем ломаные линии. Наш шоколад и аккуратно оборачиваем наше колечко. В конце мы зацепляем малярным скотчем. Мы зацепляем малярным скотчем и оставляем при температуре для темперирования шоколада. Сейчас мы берем из холодильника наш ганаш и начинаем его взбивать на медленных и средних скоростях. Мы взбили до пышного, плотного состояния. Мы приступаем к покрытию. Нам необходимо смазать подложку небольшим количеством ганаша. Мы берем наш торт, ставим его по центру. И достаем наш тортик. Снимаем ацетатную пленку. Подробное выравнивание тортика есть у нас в отдельном видео. Сейчас мы берем наш бордюр для тортика. Аккуратно снимаем с него наш малярный скотч и снимаем ацетатную пленку. Далее мы снимаем аккуратно крышечку. И теперь нам нужно надеть на наш торт. Видите, у нас есть небольшой зазор, мы можем его немножечко двигать. Сейчас аккуратно необходимо поставить на торт. Сейчас мы отсадим шапочки и посадим на них макарон. И мы просто расставляем макарон на шапочки. Наш торт вишневый йогурт готов.